Ну что, всем огромный привет, вы снова на канале Ранчо у Санчо. Одно из моих любимейших блюд это бифштекс, потому что это мясо, это говядина, это очень сочно, это очень вкусно, но надо его правильно приготовить. Кстати, дома я редко когда готовлю бифштекс, поэтому я частенько забегаю в какие-нибудь заведения и пробую вкуснейшие бифштексы. Но сегодня я вам покажу, как это все сделать в домашних условиях, и поверьте, будет очень вкусно. В общем, бифштекс готовится обычно из говяжьей вырезки, но также может подойти хорошая мякоть говядины. Вот приблизительно вот такой вот кусочек у меня. Здесь 750 грамм говяжьей мякоти. Сейчас что нужно делать? Первым же делом давайте уберем и зачистим все мясо. То есть убираем все пленки, они будут нам мешаться. Потому что правильный бифштекс, конечно же, делается из рубленого мяса. Поэтому будем рубить и делать вкусный бифштекс. Можно, конечно же, это все и пропустить через мясорубку, но уже будет не тот вкус. Поэтому рекомендую и советую, сделайте из рубленого мяса. Немного потратить времени, чтобы это все зачистить, но зато у вас будет вкус совершенно другой. Ну вот, а эти отходы можно не выбрасывать, если у вас есть домашние животные. Иди, Тайсон. А ему тоже очень вкусно. Смотрите. Зачистили мясо, ну ладно, кусочек еще, Тайсон. Оп. Зачистили мясо, остается только вот здесь вот небольшой жирок, который нам пригодится при приготовлении. Теперь мясо нужно нарезать тонкими полосочками. Можно сделать полоски изначально как на азу татарская. А потом берем и мелкими кубиками вот так вот нарезаем. После того, как нарезали мелким кубиком, его все равно нужно еще доизмельчить. Поэтому прям берем и лезвием ножа хорошо здесь прорубаем. При этом нож должен быть острым. Переворачиваем и дальше погнали. Чуть-чуть его порезали и не забываем добавить для сочности небольшое количество говяжьего сала. Можете использовать свиное, но так как это бифштекс, мы используем здесь чисто говядину. Также мелким кубиком нарезаем. И его сверху и еще немного это все перемолим. На 700 грамм я добавляю буквально 70, даже 50 грамм сала. Когда хорошо порезали вот так вот мясо, сделали из него рубленое. Также не забываем про лук. Лук также даст сочность, аж слюна побежала. Мелким кубиком нарезаем лук. А теперь мясо в течение 5-7 минут надо хорошо вымешать и отбить на какой-нибудь плоскости, вот можно на доске, чтобы мясо стало вязкое, чтобы котлета не разваливалась. Совсем забыл, для хорошего мяса что нужно? Никаких специй, просто вкусное, качественное, хорошее мясо, соль. Солите все по вкусу, сколько вам нужно соли для котлет, а также черный молотый перец. А вот теперь вот уже окончательно вымешиваем мясо. Все ингредиенты в него добавлены. Все, а теперь приступаем уже к самим котлетам, к самим бифштексам. Вообще, кстати, бифштексы это, по сути дела, своего рода стейки. Его готовят на гриле, на сковороде, точно так же, как стейки. Поэтому, можно сказать, сегодня говяжий стейк у нас в рубрике. Что, берем пергамент. Я заранее подготовил, чтобы удобнее было выкладывать на сковороду. Берем кондитерское кольцо, наверное, оно, по-моему, так правильно называется. 10 сантиметров здесь диаметр. Наливаем немного, буквально капельку растительного либо оливкового масла. И внутри смазываем и само кольцо, и пергамент. И начинаем выкладывать
сюда фарш. Смотрите, котлета для бифштекса, во-первых, должна быть с разрезной внутри, то есть хорошей такой прожарки, не подошвой. Это главное правило, чтобы котлета была сочная. Далее, минимально 2 сантиметра. Вот такой вот толщина котлетки должна быть. А так вообще, как я слышал, 3 сантиметра. И вот здесь вот хорошо трамбуем мясо. Приблизительно вес одной котлеты составляет от 150 до 200 грамм. Хорошо утрамбовали и достаем. Посмотрите, вот как раз 2-2,5 сантиметра хороший такой бифштекс получается. Ну и делаем дальше. Насколько заготовили мясо. Ну я думаю приблизительно как раз 4 котлеты и получится. Приступаем к жарке. Хорошо разогреваем сковороду. Отправляем сюда кусочек сливочного масла. Обжаривается бифштекс на сливочном масле. Вот как раз у меня хороший кусочек масла. Растапливаем его. И даем нагреться масло, потому что сразу же надо запечатать бифштекс с двух сторон. Тогда он будет более сочный. А далее отправляем сюда котлету. Жарим бифштекс по 3 минуты. Смотрите, все в зависимости от толщины, но приблизительно, если вот 2,5 до 3 сантиметров, по 3 минуты с каждой стороны. Буквально через минутку отправляем чесночок и розмаринчика немного. Они придадут хороший аромат мясу. И этим маслом, если что, можно также поливать бифштекс. И после 3 минут достаем. Теперь для бифштекса мне понадобится яйцо, причем делать мы его будем в смятку. Достаем 2 яйца, разжигаем также сковороду, добавляем немного оливкового масла и делать его будем под размер бифштекса. Отправляем в форму и разбиваем яйцо. Сверху совсем чуть-чуть можно подсолить. И также добавить черного молотого перца. Пока яйцо готовится, понадобится вот такие вот помидорки черри. Ими можно украсить тарелку. И хорошо это красиво все подать. Выкладываем на тарелочку. И как раз яйцо готово. Аккуратненько. Вот он. Хороший бифштекс. И остается только украсить салатом руккола. И мой любимый момент. Момент дегустации. Берем бифштекс. И начинаем прорезать. Розовое, хорошее мясо, желточек бежит. Но это божество. Гарнир. Придумайте себе сами, какой гарнир вы хотите. Ну просто шедевр. Олег, я закатываю глаза, потому что это божественно. Есть у меня хороший друг по каналу YouTube. Это Олег, постоянно мне пишет комментарии. И частенько говорит, что о, закатывает глаза, значит вкусно. Божественно вкусно. Как я и говорил, говядинки ничего не надо. Соль, перец. И вот здесь вы чувствуете наивкуснейший аромат говядины. Плюс сюда добавили чесночку, немного розмаринчика, придали этот пикантный аромат. С яичком просто вообще шикарно. Мясо мягкое, сочное. Друзья, очень вкусно. Вот что я пробовал в кафешках, в ресторанах.
Ну, врать не буду. Я, наверное, сделал даже чуть получше. Ну, потому что делал для себя из хорошего вкусного мяса по всем технологиям. Огромное спасибо, что вы смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На комментарии я все отвечаю. Всем всего самого наилучшего. Пока!